Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики нашего канала. В этом видео я хочу познакомить вас с Катериной. Она уже давно является клиенткой нашего агентства, но видео сегодня будет не про недвижимость. Сегодня мы поговорим про братьев наших меньших, про животных. Когда вы задумываетесь о переезде в другую страну, а сегодня мы будем говорить про Турцию, конечно же, встает вопрос о том, какие трудности могут возникнуть при этом. И Катерина поделится своим опытом, так как она является хозяйкой двух животных. У нее есть наш любимый Лео, который частый гость нашего офиса. Вот, кстати, познакомьтесь, прошу любить и жаловать. Да, это у нас той-пудель, да. Кстати, я, вдохновившись Катиным питомцем, тоже завела себе той-пудель. У меня теперь маленький Максик, это вот как раз-таки заслуга Лео, потому что он просто очаровал и влюбил меня в себя. Кать, расскажи, пожалуйста, когда ты переехала в Турцию, у тебя уже был Лео, да, на тот момент? Да. Расскажи, откуда ты приехала, ну и что нужно было для, вот с какими трудностями ты столкнулась, или, может быть, не трудностями, как нужно было подготовиться, чтобы переехать из другой страны вот в Турцию с животным? Мы переехали из Москвы. Трудностей у нас особых при переезде не возникло. Главное подготовить документы правильно. И я думаю, когда весь пакет документов собран, трудностей не возникнет. Начнем с того, что вообще каких животных Турция к каким животным лояльно относится. Вот я читала, что можно ввозить кошек, собак, птиц, аквариумных рыбок не более 10 штук. Если вы провозите не более 2 особей, то есть 2 животных, то пошлина при этом не оплачивается. И из документов очень важно сделать чипирование. У тебя чипированный он, да, получается? Чипированный. Кто еще не знает, у кого не чипированные животные, сейчас, в принципе, это стандартная процедура во всех странах. Во всех почти. странах, да, но животное должно быть обязательно чипировано. Без чипа вы просто не въедете. Должны быть действующие прививки. Дальше заключение ветеринарного врача. Для России это справка F1. F1 форму нужно будет Форма заполнять. F1. Ага, то есть эту справку требуют. Да. Вот насколько я знаю, при въезде требуется вакцина, требуется документ, который подтверждает, что животное было вакцинировано от бешенства. И вакцина эта должна была быть сделана не более чем год, то есть от месяца до года, да? Да. То есть получается, от бешенства это ежегодная вакцина. Ежегодная вакцинация. И если вы делаете ревакцинацию, должен пройти карантин 2 недели. То есть после ревакцинации вы можете вылетать со страны не ранее, чем через 2 недели, когда пройдет. Ага. А вот если мы сделали эту вакцину нашей собачки там или кошечки, да, это для и кошек, и для собак, для бешенства, да, то в некоторых странах требуют еще и справку. То есть ты сделал вакцину, у тебя есть документ. Кстати, вот эти вакцины, они все в паспорте, да, у нас отображаются? В каком это виде? Там клеится наклейка и подпись врача о вакцинации. То есть должен быть ветеринарный паспорт? Ветеринарный паспорт, да. В котором международного отображается международного образца. В этом паспорте вклеены все наклеечки, штамп организации, которая делала прививку, и роспись врача. И вот в некоторых странах требуют еще, помимо того, что вы сделали вакцину, требуют еще справку, берут анализ крови и проверяют на бешенство. Вот проверяли ли у тебя эту справку? Немножко неправильно ты сказала. Эта справка называется антитела к бешенству. Ее нужно получить только для въезда на территорию Европейского Союза и Украины. Ага, то есть это европейский документ. Но европейский документ. Для въезда на территорию Турции эта справка не нужна. Но если вы планируете посетить Европу либо Украину, вам обязательно понадобится эта справка. Справку эту можно получить единожды, она получается. Она тоже прикрепляется к паспорту. Мы получали эту справку на территории Турции. Лаборатория одна, находится в Анкаре. И результат нужно ждать не менее 2 недель, иногда и больше. Я думаю, что если люди планируют вообще релокацию, то есть переезд, то желательно сделать эту справку, потому что неизвестно, как завтра повернется жизнь, может быть, придется поехать Тем более в Европу. Она делается единожды. И как она называется? Справка о наличии антитела. На наличие антител к бешенству. Угу. То есть нужно узнать у местного ветеринарного в местной клинике, где делают эту справку, и сделать эту справку. Комплекс вакцин. Обычно собакам вводят вакцину ДХ
ЛПП, это туда входит и гепатит, и какие-то другие заболевания, и сюда же входит бешенство. То есть это не какая-то отдельная все-таки, да? Кошкам вся та же стандартная процедура, тоже нужно сделать все прививки. Кошек идет одна прививка комплексная, и все. Проверку наличия прививок на границе таможенная служба осуществляет не всегда. Тем не менее, важно понимать, что в данном случае речь идет не о вывозе питомца, а об его здоровье. Проверяют все прививки. Они листают паспорт, проверяют все прививки. Все прививки все-таки проверяют. Ну, у нас как бы большой опыт перелетов. Все, окей. Значит, мы с прививками разобрались. И еще также должна была быть проведена антигельминтная обработка. То есть это получается за месяц, да, примерно? Да. За месяц до выезда нужно также позаботиться о том, чтобы сделать вот эту обработку. Да. Об этой обработке антигельминтной идет заключение ветеринара, бумажка. Просто отдельное бумажка. Заключение. Она да. на том языке, в какой стране ты находишься. Да, ты ее берешь в государственной ветеринарной клинике. Там заключение врача с разрешением на животное на перелет. Действует эта бумага 3 месяца. Ну, то есть там есть какая-то международная отметка о том, что он прошел эту обработку антигельминтную. То есть там не обязательно прям идти и переводить этот документ. Нет, наверное, международный его не какой-то нужно там переводить. печать. Он действует 3 месяца. Заключение ветврача и F1 справка действует 3 месяца. Если люди приехали сюда на отдых, допустим, на 3 месяца, с этой же справкой они вернутся обратно в Россию, допустим. Не нужно будет получать. Если не превышает 3 месяца. Если превысило 3 месяца, то нужно будет все это повторно пройти. И чтобы въехать опять в свою страну. А вот сколько по деньгам это все обходится? Ты не помнишь, вот в среднем сколько тебе обошлось вот перевести Лео? Например, на самом деле это стоило какие-то копейки, недорого. Не так дорого. Евросправка только обошлась в районе $100, потому что это как бы дорогой анализ считается. А заключение врача F1 стоило копейки. Ну, я думаю, что если люди придут просто в какую-то ветеринарную клинику, там, в принципе, и скажут о том, что им нужно будет въехать за границу, то они, в принципе, знают, какие документы нужны и так далее. Но для вашего сведения мы также можем в описании к видео весь перечень документов мы добавим. Переходим плавно к условиям транспортировки. Вот расскажи, какие требования для перевозки, вот конкретно, например, Лео. То есть животные могут быть разные. Значит, у нас есть собаки огромные, там специальные контейнеры требуются, насколько я знаю, чтобы там была изоляция, чтобы было дно, чтобы была крыша, чтобы были доступ к воздуху, то есть решетки, но такие решетки, чтобы он не мог просунуть туда свою там морду, застрять, чтобы не было острых углов, чтобы была как-то прикреплена пеленка к дну. Вот для Лео, как для такой собачки, вот небольшой, там, сколько ему, 3 килограмма? Лео у нас ездил в кабине самолета, потому что мы проходим под стандарты кабина. В некоторых авиакомпаниях животное должно весить 8 килограмм вместе с переноской, в некоторых 10. Да. В большинстве случаев это 8. Лео весит 6, обычно с переноской он как раз 8. И то есть он у тебя в кабине самолета. А в кабине самолета он должен быть в переноске по стандартам? По стандарту, да. В переноске в ногах. В ногах. И ты его так и везла? Или разрешали там? Турки же такие, да, лояльные. Turkish Airlines очень лояльная авиакомпания, и я в большинстве случаев летала только Turkish Airlines. Они очень хорошо относятся к животным и всегда. Ну, в общем, если вы летите Turkish Airlines, то, возможно, вам можно будет своего питомца достать, и чтобы он спокойно сидел у вас на ногах. Но если нет, все равно я считаю, что нужно заблаговременно позаботиться и как-то приучить своего питомца к клетке, потому что вот мой товарищ маленький, вот его невозможно, он орет, он там корябается, то есть это будет нарушение нужно тишины, приучить, там,
это будет дискомфорт доставлять пассажирам. Нужно будет заранее его как-то, я не знаю, с тренером поработать, самим вам как-то посмотреть какие-то обучающие видео, как приучить животное к клетке. На самом деле это возможно сделать, и некоторые животные себя даже более спокойно чувствуют, как это такое для них пространство безопасное считается. Расскажи, пожалуйста, ты с Лео жила в Москве. Лео – такая порода, которая требует особого ухода. Его нужно стричь. Вот как часто его стричь, кстати, такую породу нужно? Где-то раз в месяц, раз в 1,5 месяца. Вот во сколько тебе обходилось это в Москве и здесь? Есть ли большая разница? В Москве посещение салона нам обходилось в районе 3000 рублей, в зависимости от салона. Здесь, если брать город Мерсин, последний раз за стрижку мы отдавали в районе 800 лир. Ну, даже дешевле, чем в России. Дешевле, Значит, получается чуть-чуть дешевле, чем в России. Ну, в среднем одинаково. Примерно одинаково. Да. Ну, какие Это, еще? опять же таки, все зависит от уровня пэт-кофюра, куда ты его ведешь. Где-то дешевле, где-то дороже. Плюс-минус, может быть, вы какие-то аксессуары захотите, покрасить ушки, вставить какое-то перышко, сделать Понятно. цветной Тюнинг маникюр. сделать, да. Ну, я так поняла, что в среднем расходы на собачку будут Примерно те же одинаковые. самые, что здесь, что в Турции. Да. То есть здесь каких-то дополнительных, я не знаю, расходов не будет у вас, стоит примерно тех же самых денег. Конечно, нужно заранее позаботиться о том, чтобы перевести свое животное, подготовить все документы, позаботиться о том, чтобы в чем транспортировать, да, какую-то переноску заготовить и так далее. А вот я слышала о том, что вот в одном самолете нельзя провозить двух, например, кошек и собак. Совершенно верно. То есть вы покупаете, если билет, там не должно быть кошек. Совершенно верно. Если на рейсе летит собака, то авиакомпания не берет дополнительно котов, берут только собак. А что делать тем семьям, у которых есть и кошки, и собаки? Вот у тебя, допустим. Да, одно животное летит в салоне, другое животное летит в багаже, в багажном отделении. Нужно выбирать, да? К сожалению, двух нельзя провести. И как что-то выбрать, да? Кого в багаже, да? Как ты выбрать своего ребенка, да? У нас кот спокойнее, он в багаже. Может быть, еще есть чем поделиться, вот что-то, что посоветовать нашим подписчикам? Я могу посоветовать только, кто перевозит животных, обращать внимание на авиакомпанию, потому что не все авиакомпании относятся хорошо к животным. Вот рекомендация лично от меня – это Turkish Airlines. Turkish Airlines, лояльная компания. Да. Ну да, то есть мы же не можем проконтролировать, что там, в каких условиях там в багаже. То есть ты же нельзя пойти посмотреть, да, то есть как оно будет. Это даже не только поэтому, когда животное принимают на борт, например, российские авиалинии, Аэрофлот, они очень скрупулезно относятся. Они сантиметром обмеряют переноску. Она должна быть конкретно по стандартам. Ну это как и чемоданы. Да, 1 1 сантиметр минус или там 1 сантиметр плюс, никто тебе на уступку не пойдет. Если переноска, да, например, бывает такое, да, в зависимости от сумки. Вот, например, животное весит 6 килограммов. Бывает сумка чуть тяжелее, и, например, сумка вместе с животным уже весит 8500. И не один раз у меня были скандалы с российскими авиалиниями. Turkish Airlines, никогда не было таких проблем, никогда. Они лояльные, любят животных. Вот. Ну, вообще, вот как раз таки мы сейчас перешли плавно к еще одной теме, которую хотелось бы вам осветить. Это отношение к животным в Турции. Я вообще была поражена тем, как относятся к собакам, как относятся к кошкам. Когда я жила в Стамбуле, я сама лично видела, как этих животных, вот какое-нибудь больное животное, осматривают, забирают. Я думала, это вот как-то вот, я не знаю, куда оно там идет дальше. Вчера я на официальный, вообще зашла сначала, почитала в официальной газете президентской, именно список уставов, постановлений и законов для животных по охране и защите животных. Там даже говорят о том, что, во-первых, вот я просто жила в Казахстане, у нас
животных отстреливают. Вот в моем городе это просто, когда популяция возрастает, там их просто берут, отстреливают. И я не знаю, может быть, сейчас уже что-то изменилось. Ну, в моем городе вот такое мы видели, и как бы это вообще страшно. Конечно, волонтеры с этим боролись и так далее, все вот эти вот. Вот здесь в Турции прям прописан ряд законов и как причины, по которым можно убить животное, как бы усыпить его, причем убить его гуманным способом. Лишь то, если животное заражено каким-то заболеванием и угрожает окружающим. И в этом случае там прям прописано, вот прям закон такой-то, прям это можно на официальной газете, я тоже, кстати, ссылку на эту статью в официальной газете скину. Это указ президента, то есть это не просто слова. И там говорится о том, что животные могут усыпить только гуманным способом. Сначала нужно ввести анестезию животное в глубокий сон, и только после этого, и если это только неизбежно, если оно страдает каким-то заболеванием, которое может навредить окружающим. Если же животное просто больное, его следует вылечить, и если оно может, там, например, не потеряло конечность, да, ее не сбила машина, а просто там заболело, его вылечили и отпускают в среду. У нас в Мерсине мэр города организовал питомник. По номеру 185 можно связаться всегда с этим питомником. У них есть скорая помощь для животных. Я сама лично обращалась и вызывала по этому номеру, и реально приезжали и увезли котенка. Я гуляла с собакой и увидела слепой котенок, маленький идет. Ну, понятно, что он не выживет, его там либо собаки раздерут, либо машина на него наедет. Я думала, что это вот наверное, это ерунда. Ну, попробую дозвониться, да. Я однажды подобрала котенка больного и отнесла его в ветлечебницу. И ты знаешь, с меня даже копейки не взяли. Его оставили на стационаре. Я сказала, что он бездомный, его оставили на лечение на стационаре тоже так же абсолютно бесплатно. Принесла кошку, но с меня взяли деньги. Вот. Поэтому, если у вас нет как бы возможности, но вы увидели какое-то раненое животное, просто набирайте номер 185. Желательно, чтобы с вами был какой-то туркоговорящий человек, потому что нужно правильно объяснить, где находится локацию, и они приедут и заберут. Они приедут и заберут, и вы можете не беспокоиться о том, что с ним что-то случится, потому что вы можете, там есть дни посещения, кроме вторника, вот в Мерсине, вы можете приехать и проведать еще это животное, его будут лечить, его будут кормить, и когда он уже выздоровеет, его выпускают в ту среду, откуда его взяли. Но прежде они еще пытаются устроить их. Это просто тоже будет ссылка на этот питомник, выкладывают фотографии, описание собаки, приучают к пеленке, то есть приучают к туалету это животное, социализируют и выдают людям. То есть можно вот так выйти и просто, если вы, да, можно установить животное. Вообще меня это вообще просто очень-очень располагает. И, как сказать, это такая черта, все-таки турки добрый народ. Вот это говорит, это вот в мелочах это оно как-то проявляется. Вот. Аэропорт Истамбул. Ты была там? Там да. Комната для животных есть. Туалеты, кормежка, вода. Для домашних животных? Да, для домашних животных. Любой питомец может воспользоваться. Там для собак специально травка, для котиков коробки с наполнителем, стоит еда, водичка. Отдельные комнаты для выгула животных внутри аэропорта. Да, я видела только в Стамбульском просто аэропорту. Идешь по улице, когда идет дождь, и да, владельцы вот этих шикарных магазинов, там такие всякие, даже лежат кошечки у них там, да, собачки лежат, греются, пускают. Никогда не выгоняют. Вот. Ну, просто очень гуманное. На да, самом деле даже, это очень круто. Да, я тоже. Что в этом выражается вообще, ну, как сказать, вот гуманность, она выражается, человечность, гуманность, да, она в мелочах. Вот когда смотришь, посмотри вокруг, как люди ходят там. У нас женщина в нашем сите работает, живет. В нашем сите живет женщина, которая всех вот этих кошек собирает, кормит, следит за ними, чтобы у них там все было, если что-то, какое-то больное животное также. В общем, люди очень, как в этом плане, очень отзывчивые и очень любят животных. Спасибо, Катя, большое тебе за интервью. Очень много полезного ты нам поведала. Вот. Друзья, если у вас еще есть какие-то вопросы, пишите их в комментариях. Мы обязательно постараемся ответить. Вот. Ну и желаю вам всего самого наилучшего. Будьте добрее. С любовью из Мерсина. Пока-пока.